Перед началом дисклеймер. Все, что вы увидите, выполнено профессиональным аутистом со стажем. Повторять дома крайне не рекомендуется. Я вас предупреждал, если что. 1 миллиард сердечных ударов. 200 миллионов вдохов. 27 миллиардов километров вокруг Солнца. И все это, чтобы попасть сюда? Да, именно сюда, господа и дамы. Это Нил. Нил Агарвал, блядь, просто Нил. Благодаря ему и его вот этой вот поделке, я знаю, сколько эритроцитов мое тело произвело с момента рождения. Примерно 2 квинтиллиона. А вот это Nil.fan. Просто забавный сайт с его играми. То, что вы сейчас увидели, это не игры. Это издевательство. Это убитое время. Мои испепеленные дофаминовые рецепторы и потерянные нервы. Почему-то LifeStats их не учитывает, хотя стоило бы. Впрочем, начать, наверное, стоило по порядку. Сегодня я расскажу вам историю. Историю о том, как я заблудился в темном, дремучем лесу интернета. О том, как один гениальный ублюдок в одиночку довел меня до истерики. Заставил размышлять о смысле жизни, этических дилеммах и даже, прости господи, писать гребаный код на Java, чтобы пройти одну ебаную игру. Именно тогда я и понял, это не просто сайт. Это врата. Добро пожаловать на Nil.fan. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Которые будут всем остальным указывать, где можно кликнуть, когда идет журналистское расследование. Нарисуй круг. Ладно. Попробуем. Вроде ничего сложного. Подумаешь. Значит так. В первом круге у нас сидят простодушные интернет-идиоты, которые любят поспорить, являются ли хлопья супом, как собаки должны носить штаны, вот так или вот так. Правильно произносить гиф или... Стоп, чего? Сколько? 16% психопатов произносят гиф как джиф, сука. Меня пугают. Пугают эти люди не меньше, чем фанаты светлой темы, но дай бог им всем здоровья, потому что правильно, гиф — это не я так решил, а интернет путем всеобщего народного плебисцита. Во втором случае психопат, походу, я сам. Да, то самое платье, но хоть убейте, я не вижу тут синий и черный, я же не поехавший, как и 33% интернета и вообще, господа, 66%. Объясните-ка вот это. Вы там в себя, может, уже придете? Да и пицца с ананасами нормальная тема, хотя тут я не имею права открывать хлеборезку, чисто вкусовщина. Но даже пицца с ананасами — это еще хоть в какие-то ворота. Внимание, это, блядь, не учебная тревога. 17%, 17, сука, процентов людей обуваются не вот так, а вот так. Они среди нас, господи, вы там еще все ебатые. Кстати, все ссылки в описании, можете сами ответить на охренительно важные вопросы, только подожди стартовать, у нас тут на очереди что-то очень гремучее и ебанутое, но для этого нам нужно спуститься ниже. Вам пруф и никто. Вопрос на засыпку. Что будет, если смешать огонь и воду? А? Давай, прям вслух. Давай, 3, 4. Пар. Правильно, молодец. Возьми печеньку, я тоже возьму. Давай посложнее. Гора плюс лава. Гора плюс лава, это у нас что? Все правильно? Вулкан. Возьми еще, не стесняйся, у меня их много. Раз ты так хорошо справляешься, ответь, пожалуйста, что будет, если смешать йоду и коммуниста? Не знаю, что ты там подумал, но будет, конечно же, товарищ. Это Infinite Craft, клон всем известной алхимии, до которой дотянулся Нил. И она, конечно же, остается алхимией, только ебанутой наглухо.
С первого взгляда все окей. Вода, земля, огонь, воздух. Только светлую тему мы убираем, конечно же. Пока ты играешься с базовыми элементами, подвоха даже не видно. Но пройдет минут 10, и ты начнешь замечать неладное. Соединяя, например, тюрьму и мегаполис, ты обнаружишь, что такая комбинация есть. Прописано, и это ж не ж себе Архем, а чего? Начинаешь копать, и вот у тебя уже вся вселенная Бэтмена, Лига Справедливости, иудаизм, а вы могли бы подумать, что Нил ебанутый, раз прописал такие комбинации. Да, нет, я, может быть, нет, значит, объясняю. Да и нет. Это все сделал он, но не совсем своими руками. Этот гений и псих зашил в движок игры нейросети от Фейсбука Llama 3.1. Именно она отвечает на вопрос «а что если?». Поэтому конечного числа рецептов тут нет. Чем дальше ты продвигаешься, тем более странные и дикие вещи будешь обнаруживать. Это буквально грёбаная вавилонская библиотека. Тут есть все. Вопрос лишь в том, как добраться до желаемого. А это можно. Вот захотел ты какую-нибудь мультивселенную в свою копилку, и тебе всего лишь нужно переиграть нейросеть, подобрать нужный ключик, так сказать. У меня получилось примерно так. Это как минимум интересно, а потом внезапно становится смешно. Я открыл Конгресс, абсолютно неожиданно, смешав дисфункциональность и болото. Не знаю, где там эта нейронка на политических координатах, но сатиры она наваливает «будь здоров». Я надеюсь, вы начинаете понимать всю гениальность и упоротость Нила. И знаете что? Нам с вами охренеть как повезло, что этот маньяк пока, подчеркиваю, лишь пока, делает всего лишь простенькие браузерки, читай Flash 2.0, еще не дотянулся до AAA-индустрии. И дальше вы только убедитесь в справедливости этого тезиса, а я нафармил 666 элементов и решил остановиться. Во время своего забега я открыл 2 уникальных рецепта, которые никто до меня не открывал. Господа, дамы, знакомьтесь. Конан Стимпанк Рекс Трупер, Конан Варвар плюс Тирекс плюс Имперский Штурмовик плюс Стимпанк, но не будем задерживаться, нам нужно спускаться еще ниже. Я не курю, не люблю кофе, стараюсь не принимать. Зачем я вообще это делаю? Наверное, зачем проходил Elden Ring или Super Meat Boy, Challenge и дофамин. Да хули греха таить, мы все приматы и существуем ради дофамина и мозговой стимуляции. TikTok и рилзы как бы уже все доказали. Хотя это далеко не единственный способ обдолбаться быстрым дофамином. Ну вот тебе очередная сатира. Стимулятор-кликер. Это пиздец. Господа, пиздец как смешно и страшно одновременно. Потому что это кликер, который троллит и тебя, и другие кликеры. И вообще все они один на другого похожи, как армия клонов с камина. Но этот, сука, особенный, уникум. Любили в детстве, небось, смотреть на заставку DVD? Ну вот когда вот эта вот херота стукается об края и меняет цвета, а если в угол попадет, так вообще дофаминовый приход, залипалово. Ну, вот тебе, пожалуйста, получи и распишись. Здесь это основной источник пассивного фарма, собственно. А фармить будешь не валюту, а стимуляции. Апгрейды? Конечно. Каждый отскок об стену не +1, а +5 стимуляций, но добавляет звук. Да и стимуляции, к тому же, не только в DVD. Следом вкидываем лоу-фай девочку и получаем 10 стимуляций в секунду, а на фоне начинает играть грустный лоу-фай. Потом Subway Surfers, для удержания внимания, слизняки, гидравлический пресс. В итоге проходит полчаса, и вот это превращается в это. Да, я потратил аж 25 тысяч стимуляций на апгрейд для кнопки I'm not a robot. Ну, знаете, чтобы помнить. Вообще, честно сказать, середина игры как-то проседает. Не впечатляет, Нил. Маловато стимуляций. Ну, ладно, сейчас я сам все исправлю. О, теперь нормально. Е4.
Ну, само собой победа, я ж простимулирован максимально, ничего удивительного. Он даже бриллиантовый ход словил. Так, стоп, наследный принц пишет, просит отправить 10 тысяч стимуляций, а в награду он отдаст мне 5... Ну вы поняли. И когда ты нахуй сжег последний дофаминовый рецептор, тебя встретит приятный шум океанического прибоя. Медленный, мягкий, постыдный. Почему мне понравилось? Неужели я настолько раб страстей? Бодхисаттва не одобряет. Я все понял. Я хочу реванш, но уже на своих условиях. В этот раз не будет страстей, дофамина, только холодная голова. Только созерцание и чистое блаженство. Сатчит Ананда. Чтобы побороть страсти, необходимо их приструнить. А для этого надо прикрыть большое окно внешнего мира, оставив разве что маленькую щелочку и посмотреть внутрь себя. Как-то слишком по-философски получилось, а раз так, продолжаем в этом ключе. Скажи мне, как тебе перспектива откалибровать свои настройки этики? Вы богатый человек. Давайте уточним, насколько. Господа, дамы, вагонетка. И у нее проблемы, точнее, абсурдные проблемы. Да, Баян, да, на этом вашем Западе вагонетка всех уже в край заебала, но у нас вроде так, не особо, на полшишечки, так что... Привет, я посяду. Классическая дилемма. Ты стоишь за рычагом, вагонетка несется и вот-вот передавит к херам 5 человек. Ты можешь дернуть за рычаг, вагонетка повернет, переехав всего лишь... Стоп-мотор! Где, блядь, человек на путях? Вы чё, уебаете? Все объяснение из-за вас руинит. Приношу извинения перед зрителями. Дайте мне буквально 5 секунд. Все окей, продолжаем. Мотор. Итак, еще раз. Этическая дилемма. Вагонетка несется и вот-вот раздавит 5 человек. Но если ты дергаешь рычаг, то она поворачивает и переедет всего лишь одного. Вопрос такой, надо ли дергать рычаг? На первый взгляд ответ очевиден. Конечно, дергать. Лучше спасти 5, чем одного, да? А вот хер там плавал, неизвестно, все до сих пор спорят. Но если ты считаешь, что надо дернуть, поздравляю, ты вступил в секту. В секту утилитаризма. Логика понятна, спасти 5 выгоднее, чем одного. Пользы больше, они там на работу будут ходить, налоги платить, хуя моё. Может, кто-то из них лекарство от рака изобретет, все логично. Но только, во-первых, ты был ни при чем изначально, хер ли эти долбоебы вообще на путях забыли, а? А вот когда дернул за рычаг, то виноват уже ты. Грешок-то с тобой навсегда останется, ну это так, цветочки. Вон вообще целая лекция на ютубе лежит от гарвардского профессора, пока что следи за руками. Ты дернул рычаг и убил человека, потому что пользы больше. А тебе действительно необходим рычаг. Если взять ту же ситуацию, только вместо рычага рядом будет стать какая-нибудь жиробасина, то что получается? Его можно, нет, его нужно толкнуть под вагонетку, чтобы спасти 5, да? Тот же результат, тот же подход, но ощущается почему-то по-другому. Чуешь, чем пахнет, да? Или вот вам еще один пример от профессора Майкла Сэндала. Ты доктор. В твоем отделении жопа. Тут лежит алкаш с циррозом печени, там пациент с сердечной недостаточностью, у третьего почки отказывают, ну и так далее. Внезапно к тебе приходит абсолютно здоровый пациент чисто на плановый осмотр. Чё? Разбираем его на запчасти, да? Чтоб спасти 5. Или нет? Или ты утилитарист, но избирательно? Ты кто? Короче, тут-то и подвох. Утилитаризм штука такая, специфичная. Ей можно оправдать что угодно, от лутбоксов до геноцида, да и вообще польза вещь ни хера не четкая. Очень быстро можно превратиться в генсека или в хер пойми кого. Поэтому настоящие бунтари не дергают за рычаг
Им, видите ли, впадлу играть в эти игры. А чтоб не посчитали зазнавшимися мразями, ссылаются на какого-то Иммануила Канта и его категорический императив. Понимаю, звучит как что-то дохера заумное, но на самом деле все просто. Есть, значит, золотое правило морали – поступай с другими так, будто бы у всех в штанах Магнум 44-го калибра и готовая ответочка, ну или что-то типа того. Звучит красиво, но дядюшка Кант идет еще дальше. Он говорит, когда делаешь херню, представь, что теперь это, блядь, всеобщий закон. Все, всегда, до скончания времен будут делать то же самое. Даже в отдаленно похожих ситуациях, сука. Во всех параллельных вселенных, с детьми, с бабушками, с твоим котом. И поскольку ты дернул за рычаг, готовься, что тебя пустят на органы в местной поликлинике, когда придешь сдавать кровь из пальчика. Поэтому я и не дергаю, ибо страшно, что пиздец. Хотя императив Канта тоже тут еще пиздец. Ну да ладно, это типа не лекция по философии. Так вот, к чему все это? У нас тут проблемы вагонетки, только максимально абсурдные. С кучей нюансов. Я бы даже сказал, что Нил жирно троллит. Как тебе такая проблема? На одних путях 5 человек, а на другой Мона Лиза. Я, например, дернул, потому что перформанс, пиздец, искусство спасать жизни, ну охуеть. Почему это сейчас сказал еще как Брежнев или Ельцин, да пиздец. Ну или, например, один человек против того, что твоя посылка с какого-нибудь Озона задержится. Тут очевидно. Да и вообще тут 28 уровней, и каждый следующий все абсурднее. Так что вперед передергивать. Рычаг, само собой. А я пока продолжу рисовать гребаные круги. И вот мы спустились на самое дно. Я еще не понимал, что меня ждет. Наивно полагал, что будет весело. Смешно. Как же я ошибался. Ну чё, погнали? Введите пароль. Окей. Ага. Пока все отлично. Так, сумма цифр должна равняться 25. Уже интереснее. Пароль должен включать месяц. Январь. Римская цифра. Окей. Пароль должен включать одного из наших спонсоров. Произведение римских цифр должно равняться 35. Так, 5 уже есть. О, капча. Пока все просто. Не понимаю хейта в адрес игры. Теперь сумма цифр больше 25. Так, вот так. Пароль должен включать в себя сегодняшний Wordle ответ. Wordle. What the fuck is Wordle? Так, 5 попыток угадать слово. Угу. Не получилось, не фартануло. Зато слово показало. На том спасибо. Омега. Пароль должен включать в себя фазу Луны как эмоджи. Чего, блядь? Какая сейчас фаза Луны? Так, ваксинг кресент. Окей, вроде оно. Нет. Есть. Пароль должен включать в себя название этой страны. Чего, блядь? Это GeoGuessr? По ощущениям, что-то средиземноморское. Так, Тунис не подходит. Алжир, Марокко, не то. Египет, Израиль, так нет. Ага. О, флаг. Так, заебись. Пароль должен включать в себя leap year. Это високосный год же, да? Так, 0. 0 подойдет? Подошел. Хотя такого года не существует. Можете погуглить. Ваш пароль должен включать лучший ход в этой шахматной позиции, записанной в алгебраической нотации. Слона сюда, все просто. Почему? Почему не работает? Я хоть и любитель шахмат, но лучше все же проверить. Я конченый, все нормально. Слон бьет F3, а не F5. Так, странно. Invalid notation. Надо шах плюсом указывать. Вы поняли, любитель шахмат, блядь. Опять сумма цифр больше 25. Это мой цыпленок Пол.
Он еще не вылупился. Пожалуйста, добавь его в свой пароль и следи, чтобы с ним все было в порядке. Ой, блядь, добро пожаловать, Пол, добро пожаловать. Химические элементы в пароле должны иметь порядковые номера с суммой 200. И вот с этого момента начинается ебучий ад. Ваш пароль в огне? Ваш пароль недостаточно стронг? Пол вылупился. Пожалуйста, не забывай его кормить. Он ест 3 гусеницы каждую минуту. Ваш пароль должен включать URL в YouTube видео длиной 21 минута 50 секунд. Теперь наша химическая лаборатория не работает. А я напоминаю, что виноват вот этот вот человек. Жертва должна быть принесена. Выберите 2 буквы, которые нельзя будет использовать. Пусть будет Z и S. Ай, блядь, у меня же Испания. Spain. Блядь, это все? Что, заново? Я не хочу заново. Paul has starved. Все умер от голода. Но теперь точно придется заново. И я на свою голову продолжил на следующий день. Так, новый Wordle, окей. Название страны, ищем флаги. О! Венгрия. Шахматы. Забыл. Опять YouTube. Боже. Элементы опять перемешались. Считать все снова. Может, в интернете есть что? Нет. Не то все. Все, с меня хватит. Пора включать вайп-кодера. Еще эта курица жрет гусениц, как троглодит. Работает? Кажись, работает. О, кажется, можно и URL подредактировать. Ну, так, чуть-чуть. Этот космический гость, межзвездный странник, в основном состоящий из ферума, элемента 8 группы 4 периода под номером 26, металла малярной массой 55,8 грамм на моль. Я ебнулся с этой таблицей, извините. Он не просит никаких URL-ссылок, Wordle. На нем точно нет никакого цыпленка по имени Пол, который жрет 3 гусеницы в минуту. Когда становится слишком больно, я заглядываю сюда. Ведь когда пароль требует фазу Луны в виде эмоджи, лучший шахматный ход и прочую ебанину, на самом деле он требует не это. Он требует часть моей души. И меня это злит. Единственный способ прийти в себя — это устроить Армагеддон. Допустим, только куда его швырять? На Нью-Йорк банально. В Африку нельзя, скажут, расизм. А Россия, боже упаси, еще посадят, не дай бог. А есть идея. Надеюсь, ты счастлив, больной ублюдок. Стало легче? Нет. Хочу ли я закончить Password Game? Еще бы, блядь.
Сингапур? Хьюстон, у нас проблемы. Шахматный ход включает в себя элемент Борей под номером 106. Это слишком дохера. У меня потом не останется места, ведь какая-нибудь ссылка на YouTube сожрет хер знает сколько. Так, стоп, это что за страна? Я не знаю. Спасибо, чат. Австралия. Блин, опять про пожар забыл. URL 32 минуты 5 секунд. А что если... Ай, нет. А было бы круто. Примерно так же круто, как если бы ты поставил лайк и подписался на канал прямо сейчас. Я серьезно. Жертва должна быть принесена. Так, тут надо с умом подойти. Хер знает, что дальше будет. Так. Не то. Не то. Идея. Работает. Есть прогресс. Так, до сюда, я еще не доходил. Ебучее правило номер 5. Ты моя самая большая проблема. Цифры, они везде. Все эти, сука, цифры. И в YouTube ссылках, и в шахматах. А сумма-то должна быть 25. Ай, надо жестко экономить. Да ты чё? Так, попытка номер 6. По крайней мере, 30% пароля должно быть в шрифте Windings. Это вот хуйня. Слава богу, у меня тут куча лишних знаков от 19 и 26 правила, так что изи. Я, кстати, решил вас не душнить и несколько правил опустил, ибо нихуй тут хронометраж растягивать. Пароль должен включать в себя этот цвет в хекс. Так, буква D — это римская цифра, и правило 9 не выполняется, и правило 5 еще... Правило 30. Размер шрифта всех цифр должен быть равен их квадрату. Правило 31. Каждая одинаковая буква должна быть разного размера шрифта. Правило 32. Пароль должен включать длину пароля. Чё? Чего? Нет! Блядь, ёбаная курица! Попытка номер 7. И давайте сразу fast forward. Правило 33. Длина пароля должна быть простым числом. Он, между прочим, включает вот этих червячков пола, которые он жрет каждый... Сколько там... Правило 34 Нил предлагает пропустить. На том спасибо. Правило 35. Пароль должен включать текущее время. Почему не работает? Все понятно. Американский формат 13. Это что, military time? Нет, у нас тут 1 час после полудня. Мы же не морские, блядь, котики, семперфай. Блядь, какие же они казуалы, ёб твою мать. Так, и что дальше? О, is this your final password? Yes. Пожалуйста, повторите пароль. Оно не копируется, блядь. Оно не копируется, оно не копируется. Так, ну ладно, он у меня в закладках есть. Погоди, надо еще учитывать размер шрифта, сам шрифт, курсив и жирный текст. Ну что ж. Погнали вручную, чё? Буква за буквой.
бог мне не кликнуть не туда, я же ёбнусь, если это все сбросится. Напоминаю, правило какое-то там. Размер шрифта всех цифр должен быть равен их квадрату. Поэтому ебучие единички у меня размером с 1 пиксель. Двойки размером 4 пикселя, а 0, блять, вообще невидимый, что, сука, усложняет задачу. Так вот тут что-то красное. Что? Я бы мог остановиться здесь, провести черту, все-таки прошел одну из самых абсурдных игр десятилетия, как-никак. Но я сделал недостаточно. Круг меня не отпускал. Я поклялся себе, что 98,4% это не мой предел. Я могу лучше. Я чувствую, как растет скилл. Начал замечать скрытые паттерны, как рисовать круги успешнее и как Нил мне мешает. Издевается надо мной даже в мелочах. Вот эта точка стоит не по центру текста, что сбивает глазомер. Поэтому нижняя часть круга очень часто получается кривой. Сам текст тоже не сбалансирован, левая часть длиннее правой. Значит, надо уходить налево раньше, чем тебе подсказывает интуиция. Если взять радиус побольше, колебания случаются реже. Но рисовать надо быстрее, потому что тут ебучий таймер стоит, а рука начинает дрожать по-предательски. Радиус поменьше, и начинается ебучий пиксель-хантинг. И даже 2 пикселя сделают из тебя ничтожество. Этот грёбаный Нил сводит меня с ума. Чтобы нарисовать круг, надо мыслить как круг. Чтобы стать кругом, нужно жить кругом. И я продолжаю рисовать, хотя указательный палец уже в судорогах. Я, серьезно. Я записал огромное количество футажей, чтобы побить рекорд, чтобы нарисовать круг близкий к идеалу. И как бы ни было тяжело, Как бы ни был мир ужасен, как бы не хотелось все бросить. как бы ни был мир жесток, И я смог. Вот он. Вот он момент, ради которого я превозмогал. Катарсис. Все, что было до, паспорт-гейм, вагонетка, кликеры, все исчезло. Остался только я, круг и число 98,5%. Если я и прошел через колесо страданий, то оно было идеально ровным. Настолько. А знаете, что самое смешное? Почти сразу после этого я нарисовал круг 98,7. Но, как обычно, проебал футаж. Это моя карма. Я не знаю, за какие грехи и почему так получается, но мировой рекорд 99,2, блять. У меня остался только грёбаный скриншот и тонна футажей с результатами, но не хватает именно того самого момента. Потом я пытался снова, но 98,7 так и не получилось. Мораль. Все есть яд и лекарство, зависит лишь от объема. Дофамин — это благо, но он же и зло. До новых встреч.